Значит, ребята, я нашел новый секрет, чтобы решить который, мне понадобится ваша помощь, без вас я никуда. Поэтому досмотрите это видос до конца, чтобы понять вообще что к чему. Ну и, конечно же, про мой инстаграм не забывайте, ссылочка на него будет в закрепленном комментарии. Так, ребята, двигаемся в Брукхейвен опять, и опять мы будем с вами смотреть секретки. Оказывается, я нашел еще одну секретку, да, которая абсолютно непонятная вообще. Я не знаю, зачем она нужна, я не знаю, что с ней нужно сделать, но она появилась, раньше ее не было, я ее не видел вообще, но теперь она есть, и наша задача понять, что это такое. Во-первых, о чем идет речь, давайте я вам сейчас расскажу. Давайте поставим любую тачку, сегодня у нас без мистери машин, не хочу ее ставить, мне надоело ее писать вот это постоянно. Сегодня мы будем, ребята, ездить с вами на какой-то крутой тачке, и давайте будем ездить, конечно же, на вот этой вот черной тачке агентства, ну, либо каких-то плохих парней, но мы с вами же вроде как тоже плохие парни, да? Вот так, садимся. Садимся и едем в бункер. В бункере, ребята, есть секрет. И этот секрет, ребята, не тот, который вы могли подумать. Нет, не вот эта вот синяя плашка, которую можно теперь нажать. Нет, абсолютно нет. Сейчас мы будем играть, ребята, по-крупному, потому что сейчас такой секрет, который, ну, разгадать вообще, мне кажется, пока что нереально. Итак, о чем речь? Мы заходим вот сюда. Мы видим, у нас здесь какие-то вещи. Я уже, видите, включил наш этот вот экран, то есть на него можно нажать. И здесь, оказывается, ребята, есть еще один секрет, который вообще крышу сносит. Смотрите, мы подходим сюда, опускаемся вниз и видим какую-то табличку. Точнее, это не табличка, а непонятно что. Давайте мы осмотрим ее более детально. Что нам понадобится? Нам понадобится, наверное, фонарь, чтобы подсветить, да? Смотрите, мы видим здесь, в самом низу, какую-то... Ох, как хорошо мы стали. Нет, точнее, вы, наверное, не видите из-за меня, из-за моей рожи. Вот, смотрите, прекрасно. Вы видите вот эту вот штуку, на которую нажать нельзя. Но раньше ее здесь не было. Если мы подойдем к этому столику, да, то здесь у нас тоже, ну, ничего нет. Здесь пусто. А тут есть. Что это может означать, ребята? Я не знаю, но помимо того, что здесь у нас это вот белый квадрат, вот это, да, у нас тут еще есть... Вот непонятно, как эта форма. Смотрите, какая-то фигура, видите? То есть у нас здесь, вот здесь есть какая-то... Я не знаю даже, что это. Полочка, может быть, да? Которую, ну, может быть, как-то открыть можно, но мы открыть ее не можем. Я не знаю почему, но мне кажется, это даже не полка. Может быть, это какая-то секретная штука. Может быть, мы сможем ее потом как-то достать. И я подумал, что, может быть, мы можем ввести вот здесь пароль правильный, да? Активировать все. И тут, может быть, что-то нам откроется. Давайте глянем, может быть, она будет так же, как вот эта бумажка, со светом работать. Я не знаю, давайте попробуем. Нажимаем вот сюда, вырубаем свет. Видите, я тут даже хожу с своей камерой, потому что камера вообще классная. И смотрите, мы убираем с вами лампочки и видим, что тут у нас написано Veritas Vincit, да, что переводится как «правда в правде». Я не знаю, подождите. Истина в правде. О, правда в правде. Нормально. Ну, кстати, по сути-то это одно и то же. Истина и правда это, ну, одно и то же. Реально. Так, ну что, здесь давайте посмотрим, появится ли что-то или нет. Так, смотрим. Нет, я ничего не вижу. Но, посмотрите, мы теперь видим цвет отчетливо. И мы видим, что это какой-то синеватый цвет. Какой-то синеватый цвет. Он не в цвет вот этой вот этого стола. То есть, если бы это была полка, она бы была такого же цвета, правильно? Но мы видим, что цвет тут другой, он синий. Он реально вот чуть-чуть вот проблескивает, да, ну видно, что он синий. То есть, это явно какая-то, ну, непонятная штука. Явно какой-то... давайте, знаете, как сделаем? Давайте мы станем маленькими. Давайте сейчас станем маленькими. И попробуем. Вот так вообще идеально. Так. Да, ребята, посмотрите, она реально синяя. Я не знаю, что это за штука, пишите в комментариях обязательно. Но вещь прикольная. Вещь прикольная. Что это? Вы видели баг сейчас? У меня камера теперь не работает, не Что за беда? Ребята, у нас какие-то проблемы с камерой, прием. Ладно, давайте вернемся на... Что-то... Какие-то вещи непонятные происходят, я не понял, что за фигня? Ладно, окей, мы выключили с вами свет, и как видите, у нас ничего не появилось, никакой надписи, ничего. Но мы, по крайней мере, поняли, что это какая-то вот штука синяя, да? Это тоже, то есть нас теперь интересует не только вот этот квадратик серенький, но еще вот эта вот синяя штука. Что это такое, ребята, я понятия не имею вообще.
Абсолютно, ну, как видите. Пишите в комментариях, будем разгадывать. Но она мне что-то напоминает. Что именно она напоминает? Сейчас я вам покажу, ребята. На самом деле очень интересно сейчас будет. Догадка интересная, но, конечно, не факт, что она правдивая. Не факт, что это действительно так. Давайте, 80 скорость у нас пусть будет. Это хорошая скорость, потому что на ней можно хотя бы комфортно ездить и не разбиться, блин. Итак, мы двигаем с вами сейчас заброшенное здание. Зачем, вы спросите? А я вам покажу. Смотрите. У нас здесь есть вот такая вот крышка. Обратите внимание, что она такой же толщины и такого же цвета, как и тот квадратик под столом. Что это может быть, вообще, вы спросите, да? А я вам сейчас расскажу, смотрите. Как это вообще может быть связано, да? И для чего вообще нам может понадобиться эта информация? Смотрите, мы едем сейчас обратно в бункер и кое-что делаем. Я думаю, вы уже, в принципе, знаете, да? Что вот мы сейчас с вами нажмем на переключатель. Так, давайте. Ну, заходи. Заходим вот сюда. Нажимаем на... я не помню, какой это код. Точнее, какая-то цифра. Но давайте все включим, потому что я забыл. По-моему, 4. Да, по-моему, 4, точно. Так, и теперь мы двигаем с вами обратно в это здание. Так, давайте мы попробуем с вами поехать туда. Вы сейчас увидите, что, включив 4 переключатель, да, у нас активируется одна вещичка. Смотрите. Мы заходим, и эта штука у нас пропадает, и мы видим здесь киноленту. Интересно, если мы вернемся опять с вами в бункер, то вы увидите, что у нас будет все совершенно по-другому. Совершенно по-другому, ребята. Мы возвращаемся сейчас в бункер. Там мы увидим, что мы включили переключатель. Вот эта штука белая, да, она исчезла. Я подумал, а вдруг у нас то же самое будет и с тем, с этой штукой под столом. Ну, как видите, она до сих пор здесь. То есть это может быть таким же прикрытием, как и в том заброшенном доме, но может быть она включается вообще в другом месте. Интересно. Я подумал, что хорошо, у нас здесь такие могут быть связи. Это у нас похоже на столы, похоже на парты, и у нас есть вот такая вот штука, которая точно такая же, как и какой-то кабинет в школе. Давайте попробуем сейчас отправиться в кабинет в этой школе, да. Посмотрим, найдем опять же эту надпись Pixels и посмотрим, может быть там мы найдем какую-то подсказку, потому что действительно вот эти таблички, они связаны. И если мы действительно там что-то найдем с вами, то вполне вероятно, что что-то интересное там будет. Так, давайте заезжаем сюда. Так, где же у нас может быть надпись Pixels? Давайте посмотрим. Странно. Очень странно, ребята. Смотрите, мы только что с вами нашли еще одну интересную закономерность. Помните, раньше в этой комнате, да, в этом классе, так скажем, у нас совпадали надписи с бункером. Теперь же тут написано вообще что-то другое. Тут написано, пожалуйста, садитесь. Что за фигня? Почему теперь у нас надписи не совпадают? Почему там написано Pixels, а тут вообще написано что-то другое? Интересно. Так, давайте глянем, может быть в кабинете мэра что-то есть? Нет, в кабинете мэра тоже ничего нет. Может быть в этой секретной комнате вот этого уборщика? Ну тут тоже ничего нет. Очень странно, ребята. Раньше у нас действительно были похожие вот эти надписи, они были одни и те же. Теперь эти надписи убрали разработчики, и как вы видите, у нас вообще теперь все по-другому. Странно, странно. Ладно. Так, ну окей. Несмотря на то, что у нас здесь другая надпись, давайте попробуем осмотреть здесь все детально. Может быть, мы найдем какую-то подсказочку, которая нам что-то расскажет. Смотрите, у нас тут есть газетки какие-то, скорее всего, это контрольные работы, книга, маркеры и все вроде, да? Но я тут ничего не вижу. Очень странно. Что же это за штука такая? Окей, что она еще может нам напоминать? Вот этот вот квадратик серенький, да, который мы с вами видели, напоминает мне еще одну вещь. Давайте я сейчас подъеду и покажу вам. Я не понимаю, как вообще это работает, как можно жить с такой информацией вообще, ребята. Но интересно, интересный факт. Смотрите внимательно. Вы помните, да, вот этот вот серый, да, квадратик, который у нас под столом был, да? Надеюсь, что помните. Если не помните, можете видео назад перелистнуть и посмотреть. Смотрите, какое у нас есть еще сходство с этим пришельцем. Если мы посмотрим под него, то мы увидим тоже какой-то серый квадратик. Он меньше, но они такие, ну, они одинакового цвета. Они оба квадратные, может быть, там просто большой, а тут маленький. Может быть, это тоже индикатор? Окей, если это индикатор, я предлагаю вам включить генератор. Давайте попробуем.
Где моя машина? Мы сейчас с вами отправляемся в полицейский участок, включим генератор и посмотрим, убедимся, индикатор ли это у нас под столом. Потому что, видите, тут целых 2 совпадения, ребята. Смотрите, как совпадение номер 1, это совпадение, да, с индикатором, который у нас под пришельцем находится, да. И совпадение номер 2, это то, что эти индикаторы у нас под столом. Видите? Это у нас тоже индикатор под столом, и тот квадрат в бункере тоже под столом. Может быть, действительно это индикатор, ребята, мы должны попробовать, мы должны включить обязательно. Итак, берем фонарик, заходим внутрь. Так, и идем. Теперь с помощью фонарика, ребята, я хоть что-то вижу здесь. Так, нажимаем. Забираем, ребята, вот эту вот штуку. Это нам понадобится, ну, обязательно. Без этого просто мы не сможем ничего сделать. Спускаемся вниз и двигаем в генератор, ребята, для того, чтобы мы включили и проверили индикаторы. Может быть, это повлияет, может быть, действительно это индикатор. Потому что я не помню, чтобы я такое проверял. Тем более, мы сейчас вместе с вами это проверим, убедимся и запечатлим в памяти, так скажем, на ютубе, что действительно у нас все окей. Ладно, двигаем. Это мой домик стоит. Так, заезжаем. Я, кстати, если что, ребята, нахожусь на VIP-сервере. А то подумайте, что может быть тут что-то нечисто. Да, я на VIP-сервере абсолютно один. Все хорошо. Так, заходим сюда. Так, и включаем эту штуку. Пишем свой пароль. Влад Брисе. Так, окей. И врубаем генератор. Все, мы включили. Отлично. Будет ли что-то? Поменяется ли что-то? Ну, конечно же, поменяется. У нас будут включены вот эти вот индикаторы под столиками, которые мы знаем. Я уже 1000 раз, ребята, делал это видео. Точнее, не делал, а рассказывал об этом, да. Я не вижу смысла вам показывать сейчас все индикаторы. Если хотите, можете там полистать какое-то мое видео, посмотреть. Так. Но убедиться нужно. Поэтому что мы делаем? Мы забежим сейчас с вами в полицейский участок. Посмотрим. Да, видите, зелененьким горит. Все окей, все работает. Так, давайте мы отправимся к пришельцу, посмотрим, все ли ок у пришельца. Может быть, у него теперь индикатор работает, я не знаю. Так, давайте быстрее, роднуля. Так, заезжаем. Подходим вот сюда. Так, смотрим. Что у нас здесь, ребята? А здесь у нас вот такая вот картина. Есть пришелец, есть индикатор, но индикатор не горит. Значит, как вы видите, у нас здесь не работает. Хорошо. Точно такой же индикатор у нас находится под столом в бункере, только больше, да? Если он не работает, то можно сделать 2 вывода. Первый, это то, что это не индикатор вообще. А второй, то, что они связаны с пришельцем. Интересно, да? С пришельцем. То есть, если у пришельца загорится этот индикатор, то есть вероятность, что он загорится и в этом бункере. Значит, нам нужно найти какой-то способ запустить этот индикатор. Ну, другого выбора я просто не вижу. Вот только так мы должны с вами попробовать. Итак, смотрим. Нет, он не горит. Мне кажется, ребята, реально он связан с пришельцем. Напишите в комментариях, как вы думаете, и мы должны обязательно решить с вами этот вопрос, потому что действительно немножечко странно. Странные совпадения. Мне кажется, что действительно они могут быть связаны. Не знаю, ребята, будем решать. Не забывайте смотреть этот видос, ставить лайк под этим видосом тоже, да, и подписываться на мой инстаграм. Ссылочка на него будет в закрепленном комментарии.